Представьте себе картину. Вы открываете тяжелую железную дверь маяка, стоящего на абсолютно безлюдном клочке суши посреди бушующего океана. Местные называют этот остров «Мертвый эльф». Вы заходите внутрь, ожидая встретить дежурную смену, но вас встречает гробовая тишина. На кухонном столе стоит приготовленная, но абсолютно нетронутая еда. Часы на стене замерли, словно время здесь остановилось. На полу валяется перевернутый стул. Кто-то вскочил с него в такой дикой панике, что даже не попытался поднять. Единственное живое существо на всем острове – маленькая желтая канарейка, мечущаяся в запертой клетке. Трое взрослых, крепких, невероятно опытных мужчин, чьей единственной задачей было поддерживать спасительный свет, просто испарились. Ни капли крови, ни тел в воде, никакой записки. Это произошло в декабре 1900 года. Больше века люди винили в случившемся морских чудовищ, проклятие древних духов и гигантские волны-убийцы. Но правда, которая скрывалась в технологиях XIX века и леденящей кровь истории других маяков, оказалась куда более жуткой и реалистичной. Досмотрите это видео до конца, потому что разгадка этой тайны заставит вас совершенно иначе взглянуть на профессию смотрителя. Что на самом деле свело людей с ума в каменной тюрьме Эйлин-Мор? И почему многие эксперты считают, что они сами подписали себе смертный приговор? Декабрь 1900 года. Северная Атлантика. Трансатлантический пароход «Арктур» пробивается сквозь ледяные волны недалеко от островов Фланан. Команда всматривается в горизонт в поисках спасительного луча света, но видит лишь черную пустоту. Маяк не горит. Для моряков тех лет погасший маяк – это не просто сбой, это смертный приговор для десятков кораблей. Прибыв в порт Эдинбурга, капитан немедленно докладывает о ЧП. Но океан словно защищал свою тайну. Из-за чудовищного шторма спасательное судно властей смогло подойти к проклятым скалам лишь спустя долгих 11 дней, 26 декабря. На борту спасателей находился Джозеф Мур, четвертый член команды смотрителей. По правилам, на маяке всегда дежурит трое, а четвертый отдыхает на материке. Сейчас была очередь Мура заступать на вахту. Капитан спасательного судна дает громкий гудок и запускает в серое небо сигнальную ракету. Но на берегу никого. С плохим предчувствием Мур садится в шлюпку и высаживается на остров. Он преодолевает крутую лестницу и подходит к маяку. Входная дверь крепко заперта. Мур отпирает ее и делает шаг внутрь. Именно он обнаружил ту самую сцену из фильма ужасов. Но странности только начинались. Прибывший позже глава шотландской администрации маяков Роберт Мюрхет провел детальный осмотр и составил подробный отчет. Он отметил пугающие детали. Постели всех троих были смяты так, словно утром на них кто-то спал. Но огромный камин был абсолютно ледяным. Его не разжигали уже несколько дней. Но самая жуткая улика висела на стене. На острове бушевал ледяной шторм, но куртка одного из смотрителей, Дональда МакАртура, спокойно висела на крючке внутри. Ни один человек в здравом уме не вышел бы наружу в одной рубашке в декабре. Значит, то, что заставило его вскочить, перевернуть стул и броситься за дверь, не оставило ему времени даже на то, чтобы накинуть куртку. Что он увидел в окне? Чтобы понять это, мы должны осмотреть сам остров. Площадь Эйлин-Мор меньше квадратного километра. Роберт Мюрхет обошел его дюйм за дюймом. Если на восточной пристани все было в идеальном порядке, то западная сторона выглядела так, будто пережила бомбардировку. Толстые железные рельсы, по которым наверх поднимали грузы, были буквально вырваны из скалы и искорежены.
Огромный тяжелый ящик для швартовых тросов разнесен в щепки, а канаты разбросаны по скалам. Даже куски дерна на самой вершине острова были вырваны с корнем. Остров столкнулся с какой-то колоссальной, первобытной силой. Следователи начали изучать личности пропавших. Может, они сами разрушили пристань в порыве безумия. На вахте находились Джеймс Дукат, 43 года, главный смотритель, опытный профессионал, отдавший морю половину жизни. Томас Маршалл, 28 лет, холостяк, крепкий и исполнительный. И Дональд МакАртур, 40 лет, смотритель на подмене. Он вообще не должен был там находиться, но заменял заболевшего коллегу. Дональд славился скверным характером, был очень вспыльчивым и мог легко полезть в драку. Мог ли агрессивный МакАртур сорваться, убить своих коллег, сбросить их тела в океан, а затем прыгнуть сам? Полиция всерьез рассматривала эту версию. Замкнутое пространство, изоляция, шум шторма – идеальный рецепт для сумасшествия. И история XIX века знала примеры, от которых стынет кровь. Мы привыкли романтизировать маяки. Для нас это символ надежды. Но в XIX веке работа смотрителя была пыткой. Маяки имели репутацию проклятых мест, сводящих людей с ума. Давайте перенесемся на маяк острова Смолс в США. Скалистый клочок земли без единого дерева. Когда-то там разбился британский корабль, и чтобы выжить, морякам пришлось заняться каннибализмом. Позже там построили маяк, и на вахту заступила молодая семья. Через пару недель муж заболел и умер. Из-за шторма смену пришлось ждать очень долго. Жена провела на крошечном острове наедине с разлагающимся телом мужа почти неделю. Когда спасатели прибыли, они нашли женщину абсолютно обезумевшей. Но история, которая изменила правила работы маяков навсегда, произошла у берегов Британии, на маяке Смолс. Именно ею вдохновлялся режиссер Роберт Эггерс в своем фильме «Маяк». Там дежурили двое – Томас Хоуэлл и Томас Гриффит. Они ненавидели друг друга, и об этом знали все. Во время шторма один из них, Гриффит, погибает в результате несчастного случая. Второй понимает, если он сбросит тело в океан, его обвинят в убийстве. Что он делает? Он колотит гроб из досок и привязывает его снаружи к стене маяка. Штормовой ветер срывает крышку. Рука покойника вываливается наружу. И каждый божий день под порывами урагана мертвое тело словно махало рукой в окно живому смотрителю. Хоуэлл должен был поддерживать свет, ежедневно наблюдая эту сцену. Когда прибыла смена, мужчина был полностью сломлен психологически. Именно после этого кошмара власти ввели железное правило. На маяке всегда должны находиться ровно 3 человек. Именно поэтому на Эйлин-Мор их было 3. Возвращаемся к нашей троице. Если это не ссора и не убийство, ведь следователи не нашли ни единой капли крови или следов борьбы внутри башни. Тогда что? И тут в прессу просочилась настоящая сенсация. Журналисты публикуют выдержки из вахтенного журнала Томаса Маршалла. Записи гласят: 12 декабря. На остров обрушился шторм невиданной силы. Главный смотритель Дукат молится. Вспыльчивый крепыш МакАртур сидит в углу и плачет, как ребенок. Последняя запись от 15 декабря. Шторм закончился. Море спокойно. Бог над нами. Газеты трубят. Смотрители увидели мегаволну, от страха сошли с ума и были смыты в океан. Звучит как идеальная разгадка. Но есть 2 огромные проблемы. Первая. В те дни в этом районе соседние станции не фиксировали никаких аномальных штормов. А вторая. Этот дневник оказался абсолютным фейком, мифом, выдуманным газетчиками для продаж. В реальности таких записей просто не существовало. Но если не волна-монстр и не призраки, то что? Настоящая угроза скрывалась не в океане. Она находилась прямо над их головами, в самой комнате с фонарем. В XIX веке француз Агюстен Жан Френель сделал гениальное открытие – линзу Френеля. Это гигантская многотонная стеклянная махина из призм, которая собирала свет слабой лампы в мощный луч, бьющий на километры. Но эту огромную конструкцию нужно было плавно вращать, чтобы маяк мерцал. И в конце XIX века инженеры придумали гениальное решение. Они поставили многотонную линзу в огромный бассейн, до краев наполненный жидкой ртутью. В
В те годы токсичность ртути катастрофически недооценивали. Малообразованные смотрители месяцами находились в невентилируемом помещении башни, вдыхая пары тяжелого металла и трогая ртуть голыми руками во время обслуживания. Что вызывает тяжелое отравление парами ртути? Головокружение, провалы в памяти, паранойю, дикую раздражительность и медленное, мучительное сумасшествие. Эксперты уверены, именно ртутная ванна была главной причиной массового помешательства смотрителей на стыке XIX и XX веков. Трое мужчин на Эйлин-Мор находились под постоянным токсичным воздействием. Их нервная система была истощена, но убила их не ртуть. Она лишь заложила фундамент для фатальной ошибки. Откинув мистику, фейковые дневники и теории об убийстве, современные исследователи и криминалисты собрали пазл воедино. Опираясь на разрушение западной пристани, оставленную куртку и правила работы смотрителей, они воссоздали самую реалистичную картину того дня. 15 декабря приближался сильный, но вполне обычный для этих широт зимний шторм. Джеймс, Дукат и Томас Маршалл, надев тяжелые непромокаемые куртки, спускаются к западной пристани. Их цель — закрепить тот самый ящик со швартовыми веревками и снаряжением, чтобы его не смыло. Дональд МакАртур, дежурный по смене, остается внутри маяка. Он сидит на кухне за столом. В какой-то момент МакАртур смотрит в небольшое окно башни. С этой высоты он видит того, чего физически не могут заметить его товарищи внизу, у самой воды. К острову бесшумно приближается серия гигантских, непредсказуемых волн убийц, которые часто возникают из-за особенностей рельефа дна у скал Фланнана. Понимая, что счет идет даже не на минуты, а на секунды, МакАртур в дикой панике вскакивает из-за стола, опрокидывая стул. У него нет времени одеваться, он бросается к двери в одной рубашке, оставляя свою теплую куртку на крючке. Он бежит по скользким каменным ступеням вниз, крича и пытаясь предупредить коллег. Возможно, он успел добежать. Возможно, Дукат и Маршалл подняли головы, но было слишком поздно. Тысячи тонн ледяной воды с чудовищной силой обрушились на западную скалу. Удар был такой мощи, что вырвал из земли железные рельсы и разнес ящик в щепки. Ледяной поток забрал всех троих в черную бездну Северной Атлантики. Тела Дуката, Маршалла и МакАртура так никогда и не нашли. Океан умеет хранить свои секреты. Трагедия на острове Эйлин-Мор стала катализатором изменений. Правила безопасности ужесточили, ртутные ванны со временем убрали, а во второй половине 20 века профессию смотрителя вовсе заменила автоматика. Острова Фланнана сегодня снова абсолютно необитаемы. На вершине скалы все так же стоит старый каменный маяк. Но теперь его линза вращается сама по себе, посылая свет в темноту, без людей и без тайн. А как вы думаете, действительно ли это была трагическая цепочка событий? Шторм, попытка спасти товарищей и внезапная волна? Или же на фоне изоляции и токсичной ртути там произошло нечто, о чем мы уже никогда не узнаем? Напишите свою версию в комментариях, я читаю все. Если вам понравилось это расследование, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. У нас впереди еще много нераскрытых тайн истории. Берегите себя, проверяйте факты и до встречи в новых видео.